Привет, Арми. Интересно, как некоторые люди все еще пытаются навязать своим фанатам определенные идеи просто потому, что не хотят принимать очевидное. В последнее время поклонники Чжикука все чаще используют слово «интроверт», как будто оно оправдывает все, что они говорят об отношениях Чингука и Чимина. Они используют его как оправдание для интерпретации поведения или моментов, которые явно не имеют того смысла, который они пытаются им придать. На самом деле их беспокоит не то, что у них другие мнения или они предпочитают другие шипы. В конце концов, каждый волен воображать и поддерживать все, что хочет, а то, что в отчаянном стремлении придать своей истории убедительность они в конечном итоге используют Чингука нездоровым образом. Они говорят, что любят его и поддерживают, но часто ставят его в неудобные ситуации или даже высмеивают его, просто чтобы соответствовать своим фантазиям, и это не настоящая любовь. Любить кого-то также означает уважать его решения, личное пространство, отношения и личную жизнь, не выдумывать истории о нем, которые бессмысленны и часто выставляют его в плохом свете перед другими. Например, есть печально известный момент, когда Тэхён сидит на коленях у Чингука, он совсем не казался неловким, напротив, он казался счастливым, чувствовал себя комфортно и непринужденно, как будто это пространство было естественным для них обоих. Такие сцены редко случаются между друзьями, по крайней мере, не так естественно, особенно с той частотой или энергией, которые у них были. Никто не говорит, что это окончательное доказательство того, что они пара, но если добавить это ко всему, чем они делились публично, картина вырисовывается совершенно ясная. У Тэхёна и Чингука близкие и значимые отношения, и для многих, включая тех из нас, кто поддерживает Тэхёна, они выходят за рамки дружбы. Вот почему удивительно, что некоторые люди все еще пытаются отрицать эти знаки, и тем более переписывают то, что на самом деле произошло. Например, когда они берут старые фотографии, редактируют их, смешивают с другими, которые даже не из того же места или времени, и представляют их как новые улики. Конечно, постоянно наблюдается попытка отвлечь внимание и создать альтернативную реальность, но не нужно проводить много исследований, чтобы заметить несоответствие. Например, в некоторых постах сиденья, двери или типы самолетов даже не одинаковы. Это само по себе ясно показывает, что в их попытках оправдать свои слова есть что-то странное. Отношения между Тэхёном и Чингуком не нужно объяснять пафосными словами или защищать надуманными теориями. Чингук всегда проявлял особое внимание к Тэхёну, а Тэхён, в свою очередь, неоднократно давал понять, как сильно он его ценит и заботится о нем. Конечно, не все обязательно видят это одинаково, но мы также должны быть честны в отношении того, что выставлено на показ. Отрицать эти моменты или преуменьшать их значение просто потому, что они не вписываются в чье-то повествование, бесполезно. Есть моменты, которые проясняют то, что многие до сих пор пытаются отрицать или отказываются принимать. Одним из примеров является то, когда Чингук сказал в том печально известном прямом эфире, что не может быть 5 Тэхёнов, потому что он только один. В то же время он говорил о том, какой он красивый, талантливый и умный. Чингук признал все, что Тэхён представляет для него, в то же время он утверждал, что их отношения не являются чем-то новым или поверхностным. Чингук всегда думает о Тэхёне и не стесняется показывать это на публике. Это предложение также является способом напомнить всем, что Тэхён всегда будет важен для него, и хотя он не говорит этого прямо, ясно, что между ними существует сильная связь. Чингук не только восхищается им, ценит и уважает его, но и всегда выбирает его. Когда наблюдаешь за их взаимодействием непредвзято, не пытаясь исказить факты, можно увидеть, что между ними есть общая история. Это похоже на инцидент в самолете. Многие продолжают пытаться скрыть это или придать ему иной смысл, но правда в том, что есть изображения и кадры, которые отчетливо показывают Тэхёна, сидящего на коленях у Чингука. Очевидно, что оба чувствуют себя непринужденно, комфортно, с естественностью, которая приходит с настоящим доверием и близостью. Такая ситуация не может быть навязана, и ее не встретишь между людьми, которые просто разделяют обычную дружбу. Вы видите такую ситуацию между двумя людьми, которые понимают друг друга, которые заботятся друг о друге, которые знают, что они рядом друг с другом, не нуждаясь постоянно это демонстрировать. Со временем и вопреки тому, что пытаются изобразить другие пространства, Чингук остается близким к Тэхёну. Когда они вместе, меняется энергетика, появляется другая атмосфера, и они понимают друг друга, даже не говоря ни слова.
Также очевидно, что, создавая контент для широкой публики, компании всегда выбирают наиболее выгодные, по их мнению, отношения, как это было бесчисленное количество раз с Чингуком. Однако реальность остается неизменной. Истинные отношения – это отношения между Чингуком и Тэхёном. С ней Чингук создал подлинные воспоминания, и с ней он чувствует себя наиболее свободным, наиболее самим собой. Некоторым людям это может не понравиться или они предпочтут думать иначе, но отрицание того, что прямо перед ними, только для того, чтобы продолжать спорить, не меняет фактов. И дело не в том, чтобы отвергать кого-либо или говорить, что другие отношения не важны, но когда кто-то так часто говорит о другом человеке с такой нежностью, как Чингук о Тэхёне, это нельзя игнорировать. Особенно, когда есть четкая история того, что, даже когда компания пытается направить события в другую сторону, Чингук в конечном итоге показывает, кто для него действительно важен. Что также беспокоит, так это то, что некоторые люди продолжают использовать фаворитизм как центр своих аргументов, как будто все вращаются вокруг него. Они ставят его в положение, где он, кажется, всегда находится в центре, как будто его близость к Чингуку является доказательством чего-то другого. Но это лишь показывает постоянную потребность доказывать что-то, что не имеет под собой фактической основы, потому что, если бы что-то было правдой, не было бы необходимости продвигать фотографии, видео, теории или программы. Между Тэхёном и Чингуком было что-то ощутимое, даже когда они ничего не говорили, способ быть вместе, который не нужно было объяснять, потому что это казалось настолько естественным, как будто они жили в своем собственном мире, где один двигался, а другой просто следовал, где прикосновение одного всегда находило отклик у другого. Как будто все между ними синхронизировалось без усилий, независимо от того, были ли они окружены людьми, перед камерой или просто делили пространство, в том, как они себя вели, всегда было что-то, что давало понять, что они связаны на уровне, который не все понимали, но любой мог заметить, если бы присмотрелся. Дело было не в громких жестах или заявлениях, потому что то, что было между ними, было заложено в деталях, в том, как они искали друг друга, не глядя, в том, как они сидели рядом. Словно это было самой естественной вещью в мире, в том, как они выбирали быть вместе, не спрашивая никого. Чингуку не нужно было говорить, что его место было рядом с Тэхёном, потому что он уже показывал это каждым выбором, каждым мгновением, которое они разделили, каждым разом, когда его действия говорили громче любых слов. Эти моменты не нужно редактировать или подчеркивать, чтобы быть значимыми. Связь между ними также очевидна в том, как они понимают друг друга без необходимости говорить, в том, как они предвосхищают друг друга, в том, как простого выражения или жеста достаточно, чтобы друг другу понять, что происходит. И это не что-то построенное за одну ночь или исполненное перед камерой. Это то, что приходит только со временем, со сосуществованием, с привязанностью, культивируемой в повседневной жизни, в том, что невидимо, в том, что не высказано, но все еще есть, присутствует в каждом взаимодействии, и хотя годы принесли изменения, новую динамику, больше обязанностей и разные способы представления себя публике, то, что между ними, не изменилось, это осталось прочным, это осталось реальным, даже когда вещи вокруг них пытаются отвлечь это внимание в другом направлении. Например, когда Чингук связан с Дарлингом по стратегическим причинам или для поддержания определенного рода повествования, которое подходит ему, но он снова и снова, без лишних слов, показывает, что его энергия, его комфорт, его самый честный образ жизни всегда есть у него, когда он с Тэхёном.